Всем привет! Сегодня поговорим о предрейсовых, предсменных, послерейсовых, послесменных медицинских осмотрах водителей. А именно, какие новые приказы и постановления вступают в силу с 1 сентября 2023 года, а какие приказы утрачивают силу. Хотите узнать? Тогда оставайтесь со мной. Поехали! Ну хорошо, начнем мы с федерального закона о внесении изменений в статью 46 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации и статью 23 Федерального закона о безопасности дорожного движения. Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Здесь я выделил желтым цветом основные позиции, которые нас интересуют. Пункт 9. Допускается проведение медицинских осмотров, указанных в пунктах 4, 4.1 и 5 части 2 настоящей статьи, с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль о состоянии их здоровья. При проведении медицинских осмотров с использованием указанных медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности работника, проходящего медицинский осмотр, исключающая прохождение медицинского осмотра иным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Значит, он должен показать либо паспорт, либо водительские права. Ну, основным документом все-таки является паспорт, поэтому паспорт, я считаю. Пункт 11. В случае проведения медицинских осмотров, указанных в пунктах 4, 4.1 и 5 части 2 настоящей статьи, с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья в отношении работника не менее 2 раз в год проводится в очной форме химико-токсикологические исследования, наличие и отсутствие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Зеленым цветом я сразу выделил из пункта 4 и пункта 5 выписку. Пункт 4. Предсменные и предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом рабочего дня, смены рейса в целях выявления признаков воздействия вредных или опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такового опьянения. Пункт 5. После смены и после рейса медицинские осмотры, проводимые по окончании рабочего дня смены рейса в целях выявления признаков воздействия вредных или опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Самое главное, здесь зафиксируем, что 2 раза в год очно должны проводиться химико-токсикологические исследования. Вот такой федеральный закон, но мы зафиксировали важную информацию. Теперь мы переместимся в постановление правительства Российской Федерации номер 866 от 30 мая 2023 года об особенностях проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья. Вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2029 года на 6 лет. Здесь, значит, начнем. Пункт 2. В соответствии с настоящим документом допускается проведение медицинских осмотров, указанных в пунктах 4, 4.1 и 5 части 2 статьи 46 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации с использованием медицинских изделий в отношении работников, проходящих медицинский осмотр. Я также выделил зеленым цветом эту информацию из пункта 4 и 5 статьи 46 Федерального закона. Пункт 3. При проведении медицинских осмотров используются медицинские изделия, одновременно соответствующие следующим требованиям. Медицинское изделие прошло государственную регистрацию. Б. Медицинское изделие имеет функцию автоматизированной дистанционной передачи данных или имеет в составе программное обеспечение или иные технические средства.
В. Медицинское изделие обеспечивает автоматический контроль целостности медицинского изделия, его программное обеспечение актуальности сведений о результатах поверки медицинского изделия. Г. Медицинское изделие представляет единые измерительные комплексы, являющиеся средствами измерения утвержденного типа и поверенные в соответствии с требованиями федерального закона, обеспечение единства измерений. Д. Медицинское изделие содержит в своем составе программное обеспечение, которое включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств, членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации. Е. Медицинское изделие обладает техническими характеристиками, обеспечивающими возможность визуального осмотра медицинским работникам, проходящим медицинский осмотр, работника, проходящим медицинский осмотр. 6. Медицинский осмотр проводится медицинским работником медицинской организации или иной организации, имеющей лицензию осуществления медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ, услуг по соответствующим медицинским осмотрам. Конкретно тут не выделено, какой вид медицинской деятельности, но говорит о том, что требуется медицинская лицензия. Какие виды будут необходимы, дальше мы с вами рассмотрим. В пункте 7 указано, значит, медицинские работники, проводящие медицинские осмотры с использованием медицинских изделий, проходят обучение по программе дополнительного профессионального образования, программа повышения квалификации по вопросам организации и порядка проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий в объеме не менее 36 часов. Здесь же 16 пункт. Химико-токсикологические исследования предусмотрены пунктом 11 статьи 46 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Проводятся в целях обнаружения и последующей идентификации в образцах биологических объектов мочи работника, проходящего медицинский осмотр наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Здесь как раз выписка, пункт 11 из статьи 46. В случае проведения медицинских осмотров, указанных в пунктах 4, 4.1 и 5 части 2 настоящей статьи, с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников, дистанционный контроль состояния их здоровья в отношении работника не менее 2 раз в год, проводятся в очной форме химико-токсикологические исследования, наличие отсутствия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 17. Отбор биологического объекта мочи, химико-токсикологических исследований проводится в соответствии с правилам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации на основании пункта 18 части 2 статьи 14 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Соответственно, пункт 18 гласит: утверждение порядка медицинского свидетельства на состояние опьянения алкоголем, наркотического или иного токсического, включающего определение клинических признаков опьянения и правил проведения химико-токсикологических исследований. Вот. 18. Химико-токсикологические исследования проводятся в 2 этапа. Предварительно химико-токсикологические исследования направлены на получение объективных результатов выявления в образцах биологического объекта мочи, наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Б. Подтверждающих химико-токсикологические исследования, направленные на идентификацию в образцах биологического объекта мочи, наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в случае, предусмотренном пунктом 22 настоящего документа. Здесь, значит, главный вывод, который нужно вынести, что обязательно организация должна иметь медицинскую лицензию. Далее она должна проводить, дублируется информация из федерального закона в постановлении, я специально это показал, что 2 раза в год проводятся химико-токсикологические исследования. И специалист, который проводит автоматизированный дистанционный осмотр, должен быть обучен и иметь сертификат на это. Хорошо, теперь перейдем в приказ Минздрава номер 266-7 от 30 мая 2023 года об утверждении порядка периодичности проведения предсменных, предрейсов, после рейсов медицинских осмотров в течение рабочего дня смены, перечень включаемых в них исследований. Также вступает в силу с 1 сентября 2023 года. С 1 сентября 2023 года утратит силу приказ номер 835-Н о проведении предрейсовых, предсменных, послесменных медицинских осмотров. Будет действовать вот этот приказ, который мы сейчас с вами изучим. Так, порядок периодичности проведения предсменных, предрейсов, послерейсовых медицинских осмотров в течение рабочего дня, смены и перечень включаемых в них исследований.
Пункт 1. Предсменные, предрейсы, после рейса медицинские осмотры в течение рабочего дня. Смены проводятся в том числе с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников, дистанционный контроль состояния их здоровья. Хорошо. Также здесь вот упоминается в приказе постановление номер 866 от 30 мая 2023 года, который только что мы с вами рассмотрели. Это значит, говорит, что отталкиваясь от этого постановления. Пункт 4. Предсменные предрейсы медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня, смены рейса. После смены, после рейса медицинский осмотр проводится по окончании рабочего дня, смены рейса. 6, значит, указывает пункт, что требуется наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работы услуг по медицинским осмотрам, предсменным, предрейсом, послесменным, после рейса. Не как ранее было в 291 постановлении, я всегда об этом говорил, видео можно посмотреть по ссылочке сверху, что требуются именно данные виды для осуществления медицинских осмотров. Пункт 7. Медицинские работники, проводящие предсменные, предрейсы, послесменные, послерейсы медицинские осмотры в течение рабочего дня с использованием медицинских изделий должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением правительства Российской Федерации номер 866. Хорошо. 11. При проведении предсменных, предрейсов, послесменных, послерейсов медицинских осмотров в течение рабочего дня смены с использованием медицинских изделий в отношении работника, индивидуального предпринимателя и физического лица, указанных в пункте 3 настоящего порядка, не менее 2 раз в год проводятся в очной форме химико-токсикологических исследований и наличие отсутствия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ, их метаболитов. Далее химико-токсикологические исследования. Опять дублируется информация, что обязательно проходить 2 раза в год химико-токсикологические исследования. Далее мы перемещаемся на очень важный приказ. Это приказ о порядке проведения медицинского свидетельства состояния опьянения алкоголя, наркотического или иного токсического. Номер 933Н от 18 декабря 2015 года. Зачем этот приказ? Только что мы с вами рассмотрели, что нужно выполнять химико-токсикологические исследования. В этом приказе, в приложении номер 3, есть правила проведения химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании. Не раз упоминалось слово «медицинское освидетельствование» в постановлении приказе, поэтому данный приказ актуален и совместим с приказом о проведении предрейсовых, предсменных, послесменных медицинских осмотров водителей. Пункт 2. Химико-токсикологические исследования отобранных проб. Биологический объект проводится в места отбора биологической пробы в клинико-диагностических или химико-токсикологических лабораториях, наркологических диспансерах, наркологических больниц или иных медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ, услуг по клинической лабораторной диагностике или судебно-медицинской экспертизе, вещественных доказательств и исследований биологических объектов, биохимической, генетической, медико-криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебно-гистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико-токсикологической. Более подробно об этом приказе я рассказывал в другом ролике, по ссылочке сверху можно посмотреть и ознакомиться. Здесь, значит, мы наткнулись, как это проводится. Здесь также есть форма акта, освидетельствования, журнал регистрации и все остальное. Почему именно этот приказ взаимодействует с предрейсовым, послерейсовым медицинскими осмотрами? Потому что здесь у нас также у нас в пункте 2 указано: целью медицинского свидетельства является установление наличия и отсутствия состояния опьянения фактов употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных, специально опасных, психоактивных, одурманивающих или иных вызывающих опьянение веществ в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Медицинская свидетельность проводится в организациях или их обособленных структурных подразделениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работы, оказание услуг по медицинскому свидетельству, состояние опьянения алкогольного, наркотического или иного токсического, в том числе с применением специально оборудованных для этой цели передвижных пунктов автомобилей для проведения медицинского свидетельства, состояние опьянения, соответствующее требованиям установленного приложения номер 1 к настоящему порядку. Примечание. Кто проводит, значит, данное исследование? Осмотр врачом-специалистом проводится врачом-психиатром, наркологом, либо врачом другой специальности при невозможности проведения осмотра. Врачом-специалистом осмотр проводится фельдшером, прошедшим на базе наркологической больницы или наркологического диспансера. Вот мы рассмотрели с вами все нормативные документы, новые, которые вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Почему именно приказ номер 933 Н о проведении медицинского освидетельствования необходим для проведения химико-токсикологических исследований, а не приказ номер 40, либо другие приказы. Потому что только в данном приказе Минздрава есть возможность выезда передвижного медицинского комплекса на объект. Для чего вообще наше законодательство утвердило проведение автоматизированных предрейсовых медицинских осмотров? Да потому что каждый водитель не может приезжать в медицинскую организацию ежедневно, утром и вечером, проходить медицинский осмотр. Потому что либо предприятие, либо гараж, таксопарк находится далеко от медицинского учреждения. А согласно предыдущих постановлений о лицензировании медицинских деятельностей, которые мы рассматривали в предыдущих видео, четко указано, чтобы оказывать медицинскую услугу, нужно иметь санэпидемзаключение и лицензию на медицинском объекте для оказания данных услуг. Если организация не имеет, то есть таксопарк либо предприятие крупное, не имеет медицинской лицензии, то на данном предприятии, на данной территории, в кабинете нельзя проводить медицинские услуги. Поэтому данный приказ, который вступает в силу с 1 сентября 2023 года, позволяет, находясь на предприятии, дистанционно проходить автоматизированный медицинский осмотр. Мы с вами полностью рассмотрели, что для этого необходимо, какие требования и так далее. По медицинскому освидетельствованию в обязательном порядке 2 раза в год приезжает передвижной медицинский комплекс на предприятие и проводит химико-токсикологические исследования. Но организация должна иметь лицензию на медицинское свидетельство на алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение. То есть, если государственный контракт, либо прямой договор, заказчик должен внимательно смотреть на документацию исполнителя, поставщика, потому что имеют не все организации лицензию на медицинское свидетельство на алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение. То есть заключите вы с ними договор на предрейсовые, предсмены, после смены медицинские осмотры согласно нового приказа. А кто вам будет делать медицинское освидетельствование, то есть химико-токсикологические исследования? Потому что данная организация с выездом к вам не сможет данную услугу выполнить, не имея лицензии. Только имея лицензию, они могут, соответственно, оказать вам эту услугу. Если вы заключаете прямой договор, то вы должны сразу об этом знать и иметь в виду. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк, и мы вместе поднимем ценность этого видео. Всего вам доброго и будьте здоровы!